Всем привет! Канализация для частного дома является обязательным атрибутом комфортной жизни. И если рядом с вашим домом не проходит труба центральной канализации, то поздравляю вас, вы входите в 99% таких же частных застройщиков, и перед началом стройки у вас обязательно появится вопрос, из чего делать канализацию. Сегодня для вас я хочу посчитать два самых популярных типа автономной канализации для частного дома. Канализация из бетонных колец и яма со стенами из кирпичной кладки. Считать буду две ямы одинакового объема по ценам на стройматериалы на сегодняшний день. Не буду растягивать видео и сразу приступим к подсчетам. Оба варианта не зависят по цене от способа рытья ямы, вручную или экскаватором. Для наглядности будем считать два варианта сразу в виде таблицы. Возьмем средний объем колодца, 3 ЖБ кольца с внутренним диаметром 1 метр и высотой 90 сантиметров. Объем одного такого кольца 0,7 куба. Значит, 3 кольца будет 2,1 куба. На этот объем считаем оба колодца. Средняя цена метрового кольца у меня в Одессе 800 гривен без стоимости доставки. Средняя цена ЖБ крышки кольца входит примерно в ту же стоимость. Дно в колодце считать не будем, так как представим, что это бюджетный вариант канализации, и он будет не септиком из нескольких колодцев с отстойником, а один колодец в виде выгребной ямы. Итого 3 кольца и крышка выходит 3200 гривен. Средняя цена канализационного люка 500 гривен, и он однозначно понадобится для обоих вариантов. Теперь считаем яму из кирпичной кладки. Принято, что лучше всего противостоит агрессивной среде канализации красный кирпич. Хотя я сам считаю, что современный красный кирпич уже давно не такого качества, как должен быть. Себе бы, если бы делал, то точно делал из силикатного кирпича, но посчитаю из красного. Итак, для 2,1 куба колодца круглой формы из кирпича по формуле вычисления на длину получившейся окружности, равной 3,14 метра по внутреннему диаметру, понадобится 12 кирпичей стандартной длины в 250 мм и 27 рядов в высоту при толщине кирпича 88 мм, минус средняя толщина раствора для кладки примерно 1 см. Итого понадобится 324 кирпича общей стоимостью 1814 гривен, при средней стоимости на сегодняшний день 5 гривен 50 копеек за кирпич при толщине стенки колодца в пол кирпича. Если толщина стенки будет в кирпич, то умножайте эту сумму на 2. Добавим примерно гривен 500 на цемент и песок для кладки. А также понадобится крышка, такая же как к колодцу из ЖБ колец, стоимостью 800 гривен, так как даже если сами будете ее заливать, то учитывая объем бетона, армирование арматуры и опалубки, дешевле вряд ли выйдет. Итого получили примерно равную цену по материалам. Вариант из силикатного кирпича вышел бы на процентов 10 дешевле. Доставка на участок, что колец, что поддонов кирпича краном-манипулятором, выйдет одинаково. А теперь, раз уж у нас получается почти равная стоимость двух типов колодцев для канализации, давайте искать плюсы и минусы каждого из них. Канализация из колец. Плюсы. Надежность, долговечность, быстрота постройки, возможность удлинения, углубления. Минусы. Хрупкость. Если кольцо неправильно положить или кинуть, оно может легко расколоться на мелкие кусочки. Тяжелый вес. Меньшая площадь впитывания по сравнению с кирпичной кладкой. Канализация из кирпича. Плюсы. Возможность самостоятельной постройки. Любая геометрия ямы, хоть квадратная, хоть треугольная. Большая площадь впитывания. Минусы. Много времени на постройку. Возможность обрушения. Долговечность под вопросом, зависит от качества кирпича, из которого вы будете ее собирать, да и в целом, все равно кирпичная кладка, я считаю, не такая надежная, как залитое бетонное кольцо в заводских условиях. Допишите в комментариях, какие еще плюсы или минусы вы считаете важными для этих типов канализаций, или напишите свой вариант. Спасибо за просмотр, всем хорошего дня!